Я думаю, что в принципе мы можем начинать, и, возможно, тот, кто присоединится попозже, сможет посмотреть то, что пропустил уже в записи. Сегодня начнем с того, что я представлюсь. Меня зовут Марина, и я работаю дизайнером в Halo уже 9 месяцев. И сегодня хотела бы рассказать немного то, что я узнала о навигации, то, что я знала до этого, то, что я узнала совсем недавно. Возможно, и вам тоже будет интересно. Тема называется «Навигационные паттерны или шаблоны». Вот о чем мы сегодня будем говорить. Это такой небольшой план наш. Сначала разберем, что такое навигация, почему она важна, какие методы исследования нам могут помочь в создании хорошей навигации, и потом переключимся, соответственно, к самим паттернам навигации. Первое — это что такое навигация? Навигация — это способ организации информации на сайте, чтобы посетители могли перемещаться или находить информацию, ту, которую они ищут. Сайт нам дает множество различной информации любого вида, вне зависимости от того, ищем ли мы какой-то продукт, хотим ли мы что-то купить, хотим ли мы узнать что-то о организации, о компании, или мы хотим, например, пожертвовать деньги на благотворительность. Мы все очень зависим от поиска. И почему навигация еще настолько важна? В одной статье UX-исследователь и очень известный спикер Джерри МакГоверн рассказывает о том, что они проводили масштабное исследование среди технической аудитории. Они давали им задачи, и около 70% этих людей начинали делать задачу именно с клика по ссылке навигации, и только 30% использовали для этого поиск. То есть это один из дополнительных пунктов, почему навигация настолько важна. В первую очередь еще потому, что чтобы поиск был эффективным, нужно приложить много усилий в то, как будут выводиться результаты, как будет работать сам поиск. Навигацию сделать, если мы правильно укажем ссылку навигации, то человеку будет проще нажать на эту ссылку, чем вводить какой-то набор слов в поиск, затем сканировать эти результаты поиска. Дальше, для того, чтобы именно правильная ссылка была в навигации, мы можем использовать такую технику, как Top Tasks Management. Сейчас я вижу слайды немного с задержкой. Что это такое? Это небольшой набор задач, обычно менее 10, но чаще меньше 5, наиболее важных для ваших пользователей. Этот фреймворк создал тот же автор исследования, где большинство людей пользовались навигацией. И это довольно популярный и известный фреймворк. Он используется в таких компаниях, как Cisco, Microsoft, IBM и многие другие. Именно благодаря ему они улучшили эффективность сайта. Зачем использовать Top Task Management? Цель — уменьшить сложность за счет определения того, что действительно важно для ваших пользователей. Как определить главные задачи? Для начала нужно собрать все потенциальные возможные задачи, потом выделить какой-то шорт-лист, дать пользователям возможность проголосовать, что они считают наиболее важным, что для них наиболее интересно, и затем проанализировать результаты. Мы можем использовать для вот такого вот листа задач разную информацию, не только аналитику по сайту, также можем использовать аналитику поиска, интервью со стейкхолдерами, интервью с самими пользователями и отзывы пользователей. Достаточно много есть источников, но главная цель — это найти именно
те задачи, которые наиболее важны для людей. Если мы будем опираться только на аналитику сайта, это будет не совсем корректная информация, потому что люди пытаются найти что-то, они не знают, насколько можно по-другому решить свою задачу, например. Невозможно сделать навигацию для всего, и именно поэтому важно определить какие-то самые основные пункты, и затем благодаря тестированию, например, мы можем определить, насколько эффективная навигация или нет. Суть хорошей навигации в том, чтобы люди находили то, что они ищут, и именно так мы можем помочь им в этом. Еще один надежный способ — это карт-сортинг, возможно, вы слышали о нем. Суть заключается в том, что мы даем пользователям самим определить, как они считают, в какую категорию относится тот или другой контент. Также люди могут сами создать эти категории. Это зависит от того, какой тип вот этой сортировки мы используем, открытый или закрытый. Вот здесь на иллюстрациях можно посмотреть скриншот из одной программы. Я добавила ссылочку вам в презентацию, благодаря которому мы можем проводить вот такие исследования достаточно быстро, недорого, потому что у них есть пробная версия бесплатная. Она немного ограничена, но все-таки может быть тоже очень полезной. И затем, после того, как пользователи отсортировали вот эти вот карточки, мы можем увидеть результаты и тенденции, как часто люди, например, группируют те или другие категории. И это поможет нам также сделать навигацию более удобную именно для людей, а не полагаться только на наши предположения. То есть этот способ помогает понять ментальные модели пользователей. Так, и мы переходим к самим паттернам, к самим шаблонам. В этой лекции я расскажу только про 8 из них, которые я считаю наиболее популярными и довольно известными. Мы пройдемся по каждому из них, рассмотрим, какие плюсы, минусы и примеры. Первое — это layering, то есть наслоение. Оно может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Это является, возможно, одним из самых надежных способов и шаблонов навигации, так как он опирается на закон близости, легко позволяет ориентироваться человеку и контролировать ситуацию, так сказать, на сайте. С ним не возникает проблем при юзабилити-тестированиях, и он может работать с большим количеством уровней навигации, даже около 5 уровней, но чаще всего, которые мне встречались примеры, там было в основном 2-3 уровня. Из недостатков это то, что он занимает много места. Вот, в основном используется он на новостных сайтах или каких-то информационных сайтах. Также мы можем видеть этот же пример горизонтальной навигации, горизонтального наслоения на сайте PlayStation. Сначала у нас идет первый уровень навигации и затем второй. В адаптиве на телефоне обычно используется или fade in, fade out, это когда заходит шторка, выходит, или, например, аккордеоны. Аккордеоны считаются лучшим вариантом адаптива для такого рода навигации. Также преимущество вертикального наслоения, вот вы видите на схеме такой небольшой, заключается в том, что мы позволяем людям переключаться с одного уровня навигации на другой без необходимости каждый раз возвращаться назад. Надо обратить внимание на то, что если наш сайт многоязычный, поддерживает большое количество языков или у нас длинные названия,
категорий, такой способ нам не подойдет, потому что он может иметь какие-то неизвестные результаты при переводе. Вот, например, Logitech использует такой шаблон навигации, и в мобильной версии, например, PlayStation использует вертикальное наслоение, а в десктопе использует горизонтальное, то есть 2 или 3 уровня горизонтального наслоения. Следующий паттерн — это click-through, то есть навигация по клику. Она позволяет пользователям очень быстро переходить с одной страницы на другую и может включать в себя достаточно большое количество уровней, вплоть до 5. И вот такой у нас пример этой навигации. Например, Lego использует. Сначала мы открываем какой-то основной пункт навигации, затем у нас появляется второй уровень слева, и ближе к правой стороне открывается третий уровень. Мы можем легко ориентироваться по второму уровню и также по первому. И вот еще один пример, где мы нажимаем, например, на какую-то ссылку со стрелочкой, и открывается еще один уровень навигации. Обычно такую навигацию лучше делать по клику, и в целом большие меню лучше делать по клику, а не по ховеру, потому что таким образом у пользователя больше контроля над его перемещениями и меньше шансов, что он попадет куда-то не туда. Еще вот Unilever, Nestlé, очень много сложных сайтов с большим количеством информации используют такой шаблон навигации. Следующий паттерн — это вертикальная навигация или сайдбар, как нам уже известно. Вертикальная навигация хорошо подходит для больших сайтов или для сайтов, в которых растет количество контента. Она занимает больше места, чем горизонтальная, но у нее тоже есть свои преимущества. Среди них это пространство для роста, если, например, продукт расширяется. Это хорошая возможность с минимальными затратами и минимальными усилиями добавить эти новые функции или новую информацию. Больше мест для категорий, мы можем добавить больше категорий, чем в горизонтальную навигацию, но, как я уже говорила, она занимает больше места, и это является недостатком. Она может использоваться как глобальная навигация, так и локальная, например, по какому-то разделу, по связанным страницам с ним. Очень важно обратить внимание на то, что более важные пункты мы располагаем сверху и менее важные снизу. И важно не дублировать вот такую навигацию с горизонтальной, то есть чтобы у нас не появлялись какие-то путаницы, и это не имеет никакого смысла. Примеры вертикальной навигации, вот такие, например, как у Stripe, всеми известными приложения, такие как Slack, Gmail, тоже используют вертикальную навигацию. Как видите, здесь очень много пунктов, и поэтому легко перемещаться с одного на другой. Вместо сложной какой-то навигации можно рассмотреть вариант с указателями карточек, в котором вложены ссылки на дальнейшую навигацию. Навигация такая может быть чуть медленнее, но зато более стабильно, более надежно. Это может быть использовано как, например, дополнительная навигация к главной. И примеры. В основном
используется для сайтов, где очень много информации, такие как, например, сайты университетов или какие-то информационные сайты. Довольно непопулярный шаблон A to Z pattern. Он часто отвергается и не всегда нужен, но если у нас, например, сайт с большим количеством информации или некоторая информация уже устаревшая, новая добавляется. То есть одним из лучших способов, конечно, было бы изменить саму архитектуру, но иногда это может затянуться, это может занять несколько лет, чтобы переделать полностью навигацию для всего сайта. И, соответственно, поиск тоже не может показывать точные результаты, когда у нас есть не совсем структурированный контент. Тогда можем использовать вот такой вот паттерн, например, для информационных тоже каких-то сайтов. Лучше всего начать, например, с того, чтобы выделить какие-то основные задачи по тому способу, о котором я рассказывала до этого, Top Tasks Management. Затем, например, подобрать около 10 или примерно столько каких-то ключевых слов, которые связаны с этой задачей, и использовать эти ключевые слова вот в таком вот шаблоне. Тут очень важно точное название, поэтому важно, чтобы вот эти ключевые слова наиболее точно подходили к задаче, потому что если будет не так, то это будет бесполезный шаблон, и людям он не поможет. И вот такие вот примеры. Лучше всего использовать вот второй вариант, который снизу, так как тут все буквы на одной страничке, и мы, например, можем использовать какой-то внутренний поиск для того, чтобы найти ключевые слова. Так, и следующий — это хлебные крошки. Очень важно для тех пользователей, которые приходят с поисковых систем, с лендингов, например, с каких-то других приложений или соцсетей. Им необходимо понимать, где они находятся, к тому же они будут перемещаться с одной страницы на другую, и такой способ, такой паттерн, он просто бесценен в данной ситуации. Важно, чтобы хлебные крошки отображали не историю пользователя, а иерархию сайта. Вот у нас несколько примеров есть. Обычно они состоят из таких вот небольших ссылок и какого-то знака, который разделяет их. Из плюсов хлебных крошек то, что он показывает, вот, где мы сейчас находимся, также дает нам доступ к другим, например, уровням навигации, к другим страничкам только по одному клику, и занимает очень мало места. Для того, чтобы этот шаблон был эффективным, мы должны использовать его правильно. То есть желательно ставить его под глобальной навигацией перед заголовком, для того, чтобы мы понимали, к чему относится он, и он был заметный. И еще один способ, как помочь пользователям найти то, что они ищут быстрее, это фильтры. Фильтрация результатов помогает точнее искать и получать более правильные результаты. В основном используется в интернет-магазинах и на вот таких вот ресурсах, где мы можем отсортировать, например, новости или какой-то материал по каким-то определенным фильтрам. Очень важно не добавлять больше, например, 7-8 пунктов
каждый фильтр сразу. Лучше поставить, например, ссылку, показать больше. Это предотвращает у человека какую-то когнитивную нагрузку, то есть человеку лучше так ориентироваться. И один из наиболее интересных, мне кажется, это конструктор запросов. Это удобный для человека способ вводить свои намерения, искать информацию без поля ввода и без навигации. Часто это дополнительный шаблон навигации, и мы видим перед собой предложение, в которое вставлены, например, несколько раскрывающихся списков, из которых мы можем выбрать. Вот такие вот примеры. Например, на Kickstarter это дополнительный способ поиска. Мы можем открыть дропдаун и, например, выбрать. Само предложение написано более человеческим языком. Также вот интернет-магазин использует конструктор вот таких запросов. Сначала мы выбираем девайс, потом в зависимости от того, что мы выбрали уже, у нас открываются другие страницы. Такой способ, у такого способа есть вот несколько таких положительных моментов и плюсов. Первое — это то, что он помогает сделать ваш бренд более человечным. Он из-за того, что предложение написано более человеческим, так сказать, языком, оно дает больше доверия пользователю и может быть использовано, например, не только для онбординга, но и для обычного сайта, чтобы мы могли как-то сузить. Я вижу комментарии, я сейчас закончу с этим и отвечу на комментарий. Вот в таком виде может использоваться для поиска по сайту, а вот в таком виде, как внизу, может быть использовано, например, для онбординга. Мы можем использовать этот конструктор запросов более динамично, то есть ввести человека к одной странице, к той, которая ей нужна, ему или ей нужна. Это совсем недавний, так сказать, тренд, и он является быстро развивающимся, так как является частью искусственного интеллекта и выглядит обычно очень современно и что-то новое для людей. Так, я отвечу на комментарий. В чем разница между конструктором навигации и многоуровневым типом навигации? Вот конструктор сайтов, например, как вот конструктор навигации, вот этот, он все-таки в виде какого-то предложения, например, то есть не обычная форма с лейблами, написано предложение, и у нас есть вариант или дописать что-то, или выбрать из уже заготовленных. Все-таки многоуровневый тип навигации, тот, который наслоение, то есть у нас показывается вся навигация, а в этом случае мы ведем пользователя к тому, что ему необходимо. То есть вот у нас есть предложение I'm here to, мы выбираем, и в зависимости от того, что мы выберем, нас направляет на ту страницу, которая нам нужна. То есть в многоуровневой навигации такого нет. Там мы выбираем, например, один уровень, потом следующий. Так, у меня на этом все. Я надеюсь, вам было интересно. Возможно, у вас остались какие-то вопросы по шаблонам или по методам исследования для навигации. Какой тип? Тип чего именно? Вы можете уточнить вопрос.
тип навигации на сайте розетка. Что такое аккордеон в мобильной навигации? Многоуровневый. Так, сначала на первый. Тип навигации на сайте розетка. Мы можем зайти на сайт розетка вот прямо сейчас и посмотреть, какой там тип навигации. Мы видим здесь вертикальную навигацию. Здесь помещается довольно много категорий. Также у нас есть вот здесь меню, в которой также открывается вертикальная навигация. Следующий, что такое аккордеон в мобильной навигации. Сейчас, секундочку, покажу пример. Это когда у нас есть стрелочка и открывается вниз. Сейчас у нас, кажется, был тут пример в мобильных. Нет, кажется, примера нет. Это когда у нас вот, например, сейчас, вот открывается не в бок, а под низ. То есть мы открываем категорию, и у нас, получается, новый уровень появляется сразу под каким-то заголовком, то есть под категорией. Надеюсь, это было понятно. То есть вот в click-through у нас открывается в сторону, а в аккордеоне у нас открывается вниз. Так, может, еще какие-то будут вопросы? Вот сам список шаблонов, про которые мы говорили. Можете еще раз просмотреть. Отлично. Все, я тогда скину вам презентацию. Там к некоторым разделам есть дополнительные ссылки. Вы можете почитать чуть побольше, особенно про вот запрос, про конструктор запросов, про, например, про методы исследования. Здесь можете попробовать сам инструмент для этого. Также в WebFlow есть целый гайд, как сделать вот такой вот конструктор запросов. Все, спасибо большое, что пришли, послушали. Всем пока и хорошего дня.